Привет, друзья! Вы просили дать немножко алгебры, и вот такое симпатичное уравнение нам предстоит решить, то есть найти все его корни. Ну, либо доказать, что других нет, это важно. Ну, давайте обсуждать, как можно решить это уравнение. Я скажу сразу, что это уравнение является в некотором смысле тренажером для тех ребят, которые сдают ЕГЭ, поскольку мы решать будем его, ну, аналитически, скажем так. Алгебраическое решение предполагает следующее. Перенесем x в квадрате в правую часть этого уравнения, ну и возведем в квадрат обе части. Мы получим уравнение четвертой степени. Один корень, конечно, можно найти устно и сразу найти. Подбор устной корня графически – это абсолютно законный метод. Не думайте об этом и не слушайте тех, кто говорит, что это неправильно. А вот дальше получается уравнение третьей степени, которое уже решить трудно. Либо доказать, что других корней нет в области определения уравнения. Это трудно. Давайте найдем эту область определения. Иногда ОДЗ ее называют, хотя это не совсем так. Понятно, что подкоренное должно быть не отрицательно, откуда x меньше либо равно 2, и правая часть равна арифметическому квадратному корню, который не отрицательный, значит, правая часть сама должна быть не отрицательной. Больше либо равно нулю. Ну все, получили системку, которую решаем. X меньше либо равно 2. Здесь x в квадрате меньше либо равно 6. Извлекаем корень x по модулю меньше либо равно корня из 6. Раскрываем модуль. Ну, каждый по-своему может решать это неравенство. Я решаю через модули, раскрытие модуля. Вот что мы получаем. Что отсюда следует? Ну, отсюда следует, что x принадлежит промежутку от минус корня из 6 до 2. Именно на этом промежутке мы и будем искать наши корни. И здесь я буду использовать свойства функции. Ну, так называемый функциональный подход, хотя школьники не очень любят этот термин, функциональный подход, боятся. Ну, какие там свойства функции? Четность. Она же нечетность. Четность функций используется. Второе – монотонность. Монотонность, то есть возрастание убывания. Третье – ограниченность. То есть максимумы, минимумы, ограниченность. Собственно говоря, вот основные свойства, которые используются при решении задач вот, аналитически, функциональным методом. И мы рассмотрим две функции левой и правой части. Вот y равно корень из 2 минус x, и y равно 6 минус x в квадрате. 6 минус x в квадрате – это квадратичная функция, минус x в квадрате плюс 6, график ее парабола, направленная ветвями вниз, поднятая вверх, вдоль оси О, y на 6 единиц. Это просто. Вот сложнее построить график функции y равно корень из 2 минус x. Строят так. Вначале строят график корень из x, там корень из нуля, из единички, из четверочки, все понятно. Затем строят ему симметричный относительно оси OY, корень из минус x. А затем уже строят наш, преобразуя подкоренное выражение следующим образом. Минус выносит, чтобы от x что-то отнялось, либо к x что-то прибавилось. В данном случае вычитается двоечка. И тогда график смещается вправо на 2 единицы. Ну, график предыдущей функции. Вот я все рассказал специально для школьников, потому что построение этого графика вызывает, как правило, по моему опыту, наибольшие затруднения. Вы можете, если учитель проверит, завтра дать 10-11 классу и увидите, какая небольшая катастрофа, скорее всего, получится. Хотя, если класс тренированный, профильный, может быть и нет. Итак, вот я построил график левой и правой части. Вот это y равно корень из 2 минус x. То есть действительно перенес вправо на 2 единички. И здесь y равно 6 минус x в квадрате. Вот сверху там у нас такая красивая получилась шестерочка. X минус 6 минус x в квадрате. Вот здесь 6. Правильно? Здесь. Здесь минус корень из 6. Здесь корень из 6. Здесь у нас четкая двоечка. Ну, собственно, и все. Вот у нас область, на которой мы рассматриваем, минус корень из 6, 2. И мы разобьем эту область на две части. Рассмотрим отдельно от минус корня из 6 до нуля и от нуля до 2. Почему, станет ясно. Посмотрите, обязательно нужно в письменном решении обосновывать то, что вы видите глазами. Ну, глазами видно, что слева от нуля графики пересекаются в одной точке. Абсцисс этой точки x
первое равно минус 2 как раз и является корнем. Да, действительно. Я запишу это. Пункт А. Х принадлежит промежутку минус корень из 6 и 0. Вот на этом промежутке х первое равно минус 2, единственный корень. Мы это видим. Но как это обосновать? Это нужно обосновывать следующим образом. На этом промежутке от минус корня из 6 до нуля, вот здесь 0, всем видно, квадратичная функция является возрастающей. Она возрастает. А вот функция корень убывает. Эта ссылка идет просто на основные свойства этих функций. Корень из 2 и квадратичной функции. А поскольку возрастающая и убывающая функции, их графики имеют не более одной общей точки. Могут и вовсе не иметь, но если имеют, то эта точка пересечения единственная. Ну, представьте себе, мы чуть-чуть сдвинулись вправо от положения точки x равно минус 2. Значение одной функции уменьшится, второй увеличится. Одна же убывает, вторая возрастает. И все. И больше равенства значений на этом промежутке не наступит. Все. Единственный за счет того, что одна функция возрастает, написать нужно, и убывающая функция. Вторая убывает, не более одной общей точки. Справа что у нас? Справа от нуля до 2, х принадлежит 0,2. 0,2. То есть, здесь мы воспользовались монотонностью. Вот, монотонностью функции, возрастанием, убыванием. А здесь что у нас? Как обосновать? Ну, видно, что они имеют общих точек, но в отдельных случаях графики могли так сблизиться, что было бы не очень видно, поэтому нужно обосновывать. Итак, корень из 2 минус х в нуле дает значение корень из 2, и тогда получается, что эта функция на промежутке 0,2 ограничена сверху корнем из 2. А вот вторая функция при х равном 2 имеет значение 2. И поэтому она ограничена снизу, говорят математики, числом 2 на промежутке 0,2. Как это записать? Посмотрите, как это записывается. Корень из 2 минус х меньше либо равно корню из 2 на промежутке 0,2. А 6 минус х в квадрате больше либо равно 2 на этом же промежутке 0,2. Я запишу хитро. Корень из 2 ведь меньше 2, правильно? Можно возведением это доказать. Ну а двойка меньше либо равна 6 минус х в квадрате. Вот, записываем это неравенство, но его нужно все-таки доказать. Вот доказать две вещи нужно. Вот это неравенство и это. То, что корень из 2 меньше 2, это вам простят. Итак, надо доказать, что на этом промежутке от 0 до 2 корень из 2 минус х меньше либо равен 2. Возводим 2 минус х меньше либо равно 2, х больше либо равно 0. Да, действительно, на этом промежутке получается, это верно, значит, это верный пункт 2. 2 меньше либо равно 6 минус х в квадрате, отсюда х в квадрате меньше либо равно 4. Нужно доказать, что для х от 0 до 2 х в квадрате меньше либо равно 4. Ну, это же верно, да. Здесь можно по-разному поступать, можно даже корень извлекать, получится модуль х меньше 2, а отсюда меньше либо равно 2, а отсюда меньше либо равно 2 и больше либо равно минус 2. У нас промежуток 0,2. Поэтому я здесь сразу уже, решив эту систему в голове, пишу вот это выражение. Вот это неравенство. Его можно возвести, двойное неравенство, в квадрат, и мы получим х в квадрате меньше 4. А отсюда то, которое нужно доказать. Таким образом, ответ х равно минус 2, единственный корень. Таким образом, нам пришлось применить сочетание графического метода с элементами алгебры. Это нужно доказывать. Если мы не докажем пункт А, либо не докажем пункт Б, нам точно снимут баллы. А теперь домашнее задание для тех, кто собирается сдавать это самое ЕГЭ. Там есть задача с параметром, одна из довольно сложных. Ну вот посмотрите, я двоечку заменил на А, и получилась такая задача. Найти все значения параметра А, при которых уравнение имеет ровно два различных
корня. Скажу сразу для старших зрителей, два действительных корня, или, как говорят старожилы, вещественных корня, то есть комплексные корни в школе сегодня не рассматриваются, и на экзамене ЕГЭ их нет, поэтому они рассматриваются только в ВУЗе, поэтому речь идет два различных действительных корня. Присылайте ваши решения. Всего хорошего. Спасибо, что были на канале. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.